Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы опять возвращаемся к разбору дела Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Сегодня состоялось очередное судебное заседание 22 августа 2025 года. Как вы знаете, это дело вызывает массу вопросов, и особенно о законности доказательств, которые используют обвинение. Есть слова о фальсификациях, но об этом позже. Сам Зинченко утверждает, что при сборе доказательств на него оказывалось давление в СИЗО. Поэтому я как юрист хочу показать и рассказать, почему такие доказательства, с позволения сказать, могут быть незаконными и являются таковыми, и как мы можем защитить права подсудимого. Поехали. Дело, вменяемое Зинченко, это не просто уголовный процесс, это история о том, как система порой забывает о правах человека и о презумпции невиновности. Поэтому напомню, Вячеслав Зинченко – молодой человек, которого обвиняют в тяжком преступлении. Прокуратура опирается в качестве доказательств на записи его разговоров в камере СИЗО, где он якобы признался в убийстве из-за личной неприязни. Однако сам Зинченко заявляет, что эти слова были вырваны у него под давлением. И более того, условия в СИЗО сами по себе создают принудительный контекст. И я объясню, почему такие доказательства ненадежны и как защита может использовать свидетелей, включая сокамерников, чтобы доказать правду. Дело состоит в том, что, кроме всего прочего, вот эти вот записи из камеры СИЗО, где Зинченко якобы беседует со своим сокамерником и рассказывает о том, что он испытывал личную неприязнь к убитой Ирине Фарион. И этот разговор как бы носит такой неформальный характер. Был объявлен Зинченко принудительным. Поэтому для того, чтобы действительно это доказательство было признано незаконным, нужно доказывать, что имело место принуждение. Как это сделать? Кроме всего прочего, в своих пояснениях в судебном заседании Зинченко, на мой взгляд, продемонстрировал недостаточное овладение украинским языком, и в этой связи он не точно выражает словесно свою позицию. Поэтому, кроме всего прочего, я бы советовал адвокатам и самому Зинченко подумать о том, чтобы попросить суд предоставить ему переводчика, для того, чтобы он ясно свои мысли доносил до суда. Потому что вот то бормотание, которое там скороговоркой из его уст извергается, это как-то не доходит ни до суда, ни до адвокатов, ни до стороны обвинения. Но это первое. А что касается сути. Начнем с основ. В Украине действует Уголовно-процессуальный кодекс, который регулирует, какие доказательства допустимы в суде. Статья 23 Уголовного процессуального кодекса говорит о том, что доказательства, полученные с нарушением закона, например, под физическим или психологическим давлением, не имеют юридической силы. Статья 87 уточняет, если права человека существенно нарушены, такие доказательства исключаются. То есть, если давление, то отсутствует юридическая сила. А если существенно нарушены права, то
вообще исключаются. Зинченко утверждает, я не слышал, чтобы он суду это утвердил, он как-то это сообщил какому-то корреспонденту через щелку в своем аквариуме, да, но мы видели это и слышали, что он утверждает, что в камере, на вопрос о том, признался ли он в том, что он убил Фарион, он сказал, что он говорил это для того, чтобы от него отцепились, потому что действительно к нему настолько прицепились его сокамерники, что не давали возможности нормально там существовать в этой камере. Поэтому он говорил все, что они от него хотели, не потому что то, что он говорил, это правда на самом деле, а для того, чтобы те отцепились от него. И он, конечно же, предполагал, что, значит, эти разговоры, они инспирированы правоохранителями. То есть с ним работал провокатор или по терминологии уголовная наседка. Вот. Поэтому Зинченко и сказал, что его вынуждали говорить то, что хотели услышать. Но это нужно еще раз повторить в суде, то ли по-русски сказать, так, чтобы суд услышал, то ли, значит, четко и ясно написать себе на бумажке и произнести вот то, что он имеет в виду, чтобы его не сбивали ни мысли там и предположения стороны обвинения и потерпевшей стороны. Нужно действовать по своим записям, тем более, что записи использовать не запрещено. Вот. И если принуждение имело место, если это правда, то эти записи, как доказательства, не могут быть использованы в суде. Почему? Потому что закон защищает право на добровольные показания, а они таковыми не являются. Во всяком случае, по свидетельству Вячеслава Зинченко. Но это, опять повторю, нужно сообщить суду. Внятно. Статья 373 Уголовного кодекса Украины прямо говорит, что принуждение к даче показаний, именно об этом говорит Зинченко, это преступление. Поэтому то, что происходило в камере, то давление, которое на него оказывалось, фактически является преступлением. Кто в этом участвовал, то ли просто сокамерники, то ли это правоохранители. Очень интересная ситуация. Статья 17 Уголовно-процессуального кодекса закрепляет презумпцию невиновности и говорит о том, что обвинение должно строиться на законных и достоверных доказательствах, а то, что получено под принуждением, показания, являются незаконными и недостоверными. Теперь о главных. Условия в СИЗО. Представьте себя на месте Зинченко. Вы в замкнутом пространстве, изолированы от семьи, адвоката, внешнего мира. Вы окружены людьми, которые могут быть подконтрольны правоохранителям. Постоянный стресс, страх, неопределенность. Эти условия сами по себе создают давление, которое может вынудить человека говорить то, что от него хотят услышать. Европейский суд по правам человека в делах таких, как Калиашвили против Грузии, подчеркивал, суровые условия содержания могут подрывать добровольность показаний. А именно это мы и наблюдали в СИЗО. Зинченко неоднократно обращался с просьбами перевести его в отдельную камеру в связи с неподходящими условиями. В СИЗО человек уязвим. Если Зинченко говорил с сокамерником, это не значит, что он делал это свободно. Возможно, его спровоцировали или угрожали. Сам факт нахождения в СИЗО создает принудительный контекст, и это должно быть учтено судом при оценке доказательств. Давайте разбираться с записями разговоров Зинченко.
Прокуратура утверждает, что он признался сокамернику в убийстве. Но подумайте, это неофициальное показание, данное следователю в присутствии адвоката. Это разговор в камере, записанный в неформальной обстановке. Где гарантия, что запись подлинная, что она не смонтирована, что сокамерник не действовал по указке следствия? В судебной практике такие ситуации часто расцениваются как провокация. Если сокамерник был подставным, это нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует справедливый суд. Более того, если Зинченко находился под психологическим давлением из-за условий СИЗО, его слова нельзя считать добровольными. Суд обязан проверить, как были получены эти записи и не было ли манипуляций. Теперь о том, как защита может доказать давление. Один из ключевых инструментов – это вызов сокамерников в качестве свидетелей. Согласно статье 93 УПК Украины, сторона защиты имеет право вызывать свидетелей, которые могут подтвердить или опровергнуть обстоятельства дела. Сокамерники Зинченко, находившиеся с ним в одной камере, могут рассказать, было ли на него давление, угрожали ли ему, провоцировали его говорить определенные вещи. И это сделать необходимо. Тем более такие действия в среде уголовников, они не приветствуются. Так вот, например, эти свидетели могут подтвердить, что сокамерник, с которым велся разговор, действовал по указке правоохранителей. Или что в камере создавались условия, вынуждающие Зинченко говорить под давлением. Ну, например, начинали усиленно курить, и если он скажет, что от него хотят, то курение ненадолго прекратят. Защита может подать ходатайство о вызове этих свидетелей, и суд обязан рассмотреть его. Если сокамерники подтвердят давление, это станет сильным аргументом для исключения записи из дела. Конечно, есть риск, что свидетели откажутся говорить или будут запуганы, но это уже задача адвокатов – обеспечить их безопасность и добиться правды. Что еще может сделать защита Зинченко? Во-первых, подать ходатайство о признании записей недопустимыми, ссылаясь на принудительный контекст СИЗО. Во-вторых, запросить проверку условий содержания, были ли у Зинченко травмы, жаловался ли он на давление, есть ли медицинские справки. Ну, а некоторые факты несоответствия условий содержания такие имели место. И в-третьих, нужно вызвать сокамерников как свидетелей, чтобы они рассказали правду о происходящем в камере, чтобы высветили все, что там происходило во Львовском СИЗО, во всей красе. И, наконец, защита может потребовать экспертизу записей на предмет монтажа или манипуляций. И я уверен, что адвокаты Зинченко уже над этим работают, но важно помнить, каждый человек, даже обвиняемый в тяжком преступлении, имеет право на справедливый суд. Мы не оправдываем преступников, мы боремся за законность. И дело Зинченко – это зеркало нашей судебной системы. Если мы позволим использовать сомнительные доказательства, полученные в принудительных условиях СИЗО, завтра любой из нас может оказаться в такой же ситуации. Я хочу от себя добавить, что с точки зрения морали использование стороной обвинения таких вот методов сбора доказательств является низостью. Но вот такой вот менталитет правоохранителей, когда в СИЗО ведется прослушка и действует провокатор, это, конечно, не делает чести стороне обвинения. Пусть они подумают о своем мундире и простернут его. Вот. Но презумпция невиновности – это не просто слова, а основа правового государства. Если суд проигнорирует доводы о давлении, это подорвет доверие к правосудию украинскому. А без доверия к судам у нас, как у державы, нет будущего, потому что суд выносит решение именем Украины.
Друзья, следите за делом Зинченко, задавайте вопросы, требуйте прозрачности. Если вы за справедливость, поделитесь этим видео, напишите в комментариях свое мнение. Если у вас есть информация о деле или других случаях давления в СИЗО, пишите мне, разберем вместе. Спасибо, что были со мной. С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте продолжать бороться за правду. До новых встреч!